Многие люди представляют карму как некое небесное судейство. Если ты сделал плохое, рано или поздно получите отпор, и ничего не поделаешь. Но это глубоко неверное понимание, вытекающее из упрощения древних восточных учений. В индуизме, буддизме и джайнизме карма – это не карательная система, а закон причинности, действующий не только на физическом, но и на внутреннем уровне. Это последовательность впечатлений, реакций и действий, которые формируют наш жизненный путь. И главное, эту последовательность можно изменить. Избежать кармы полностью невозможно, потому что мы постоянно действуем, думаем, чувствуем, но мы можем преобразовать ее качество, сломать круг негативных повторений и направить свою жизнь в более светлое русло. Чтобы понять, как изменить свою карму, нужно сначала осознать, карма не связана с самими действиями, а с намерением, стоящим за ними. В буддийских текстах это называется четана, намерение, которое является ядром любого кармического следования. Два одинаковых действия могут иметь совершенно разные кармические последствия, в зависимости от того, что двигало человеком. Например, если ты даешь деньги нуждающемуся, потому что чувствуешь глубокое сострадание и хоть как-то облегчить его трудности, это создает положительный кармический след. Если ты делаешь то же самое, чтобы показать себя перед окружающими или получить похвалы, этот след будет нейтральным или даже негативным, потому что твое намерение связано с эгоистическим желанием признания. Первый шаг к преобразованию кармы – это осознанность своих реакций. Большая часть нашего поведения не является осознанным выбором. Мы реагируем на раздражение, обиду, радость автоматически, под влиянием прошлых впечатлений, которые называются в индуизме самскьярами. Самскьяры – это как глубокие бороздки на дороге. Когда вода течет, она автоматически попадает в них. Точно так же наши мысли и чувства стремятся заполнить уже существующие бороздки. Они формируются не только нашим собственным опытом, но и наследуются через поколения. Это так называемая семейная или коллективная карма. Например, если в твоей семье поколения были подвержены гневу и агрессии, ты можешь автоматически реагировать на конфликты агрессивно, даже если не помнишь, как этому научился. Но это не означает, что ты заперт в этой модели. Осознанность позволяет тебе увидеть эту борозду и создать новую, путь спокойного диалога и компромисса. Чтобы сломать этот круг, нужно научиться приостанавливать реакцию. Этим занимаются многие практики медитации, особенно випассана. Когда ты наблюдаешь за своими мыслями и чувствами без оценки, ты начинаешь замечать, перед тем, как ты реагируешь, есть короткий промежуток времени, несколько секунд, когда ты можешь выбрать, как поступить. Например, если коллега оскорбляет тебя в совещании, вместо того, чтобы ответить тем же, ты можешь остановиться, вздохнуть и спросить спокойно: «Ты имеешь в виду именно это? Можешь объяснить детальнее?» Этот простой акт осознанности уже прерывает негативную кармическую цепь. Вместо того, чтобы создать новый конфликт, ты предлагаешь диалог. Когда ты впервые начинаешь практиковать приостановку реакции, это может быть очень трудно. Ты можешь реагировать автоматически, и только после того, как уже сказал или сделал что-то неправильное, понять: «Я снова это сделал». Но не стоит ругать себя за это. Это нормальная часть процесса. Каждый раз, когда ты замечаешь свою ошибку, это уже шаг к осознанности. Постепенно промежуток времени между раздражением и реакцией станет длиннее, и ты сможешь выбирать, как поступить. Второй важный шаг – это исправление прошлых действий через искреннее раскаяние и восстановление ущерба. В древних индийских текстах это называется праяшчитта, не столько наказание за грех, сколько процесс восстановления справедливости и очищения внутреннего пространства. Но важное условие – раскаяние не должно быть связано с чувством вины, которое погружает тебя в негативные эмоции и создает новые плохие самскьяры. Искреннее раскаяние – это осознание того, что ты сделал неправильно, желание исправить ущерб и решение никогда не повторять этого. Например, если много лет назад ты оставил близкого человека без поддержки в трудную минуту, и это до сих пор беспокоит тебя, не стоит сидеть и мучиться. Лучше связаться с этим человеком, объясниться искренне, не чтобы получить прощение, а чтобы взять на себя ответственность за свое прошлое действие. Даже если человек не захочет с тобой общаться, сам акт признания вины уже очищает твое внутреннее пространство и снижает негативный эффект прошлой кармы. Иногда достаточно просто сказать себе внутренне: «Я сделал неправильно, и я не буду больше так поступать».
Третий шаг – это отказ от привязанности к результатам своих действий. Это одна из основных идей Бхагавад-гиты, где Кришна говорит Арджуне: «Выполняй свои обязанности без привязанности к плодам твоих действий. Только так ты можешь избежать кармических последствий». Кришна объясняет, человек не может отказаться от действий вообще. Даже когда он сидит без движения, его тело продолжает действовать, его мысли продолжают мыслить. Поэтому единственный способ избежать негативных кармических следов – это выполнять свои обязанности без привязанности к результатам. Это называется карма-йогой. Карма-йога не означает, что ты должен работать без усилий. Это означает, что ты делаешь все возможное, но не связываешь свою радость или самооценку с результатом. Например, если ты учитель, ты учишь учеников не потому, что хочешь, чтобы они получили высокие оценки и ты получил премию, а потому что считаешь, что образование важно для их будущего. Если ученик не получает высокую оценку, ты не расстраиваешься, ты анализируешь, что можно улучшить в своей работе. В этом случае твое действие не создает кармических следов, потому что оно не связано с эгоистическим желанием признания. Четвертый шаг – это практика сострадания и самоотверженности. Сострадание – это не просто сочувствие, это способ увидеть в других самих себя. Когда ты помогаешь кому-то без ожидания награды, ты разрушаешь эгоистические самскьяры, которые являются основой негативной кармы. Даже маленькие акты сострадания могут иметь огромное влияние. Помочь волеровому человеку перейти дорогу, выслушать друга, который находится в трудной ситуации, поделиться с нуждающимся едой или временем. В буддизме есть история о монахе, который спас лягушку из быстрой реки, опасаясь утонуть. Его сподвижник заметил: монахам запрещено трогать животных. Монах ответил: «Я уже спас лягушку, теперь я спас тебя от жестокости». Этот маленький акт сострадания преобразовал не только карму монаха, но и карму его сподвижника. Пятый шаг – это принятие того, что часть кармы уже начала раскрываться. Мы не можем изменить то, что уже произошло. Если мы в прошлом жили нездоровым образом, мы можем столкнуться с проблемами здоровья. Если мы нарушили доверие близких людей, мы можем столкнуться с одиночеством. Но мы можем изменить то, как мы отвечаем на эти последствия. Принятие не означает пассивность, это означает, что ты не сопротивляешься тому, что уже не можешь изменить, но активно работаешь над тем, как ты отвечаешь на это. Например, если ты столкнулся с хронической болью, вместо того, чтобы гневаться на мир и жаловаться на судьбу, ты можешь научиться беречь себя, практиковать медитацию для снижения боли, помочь другим людям, которые находятся в похожей ситуации. В этом случае даже негативная карма превращается в инструмент внутреннего роста, и это уже изменяет ее качество. Ты не создаешь новые негативные следы, а преобразовываешь старые. Шестой шаг – это практика медитации и внутреннего наблюдения. Медитация помогает тебе успокоить ум и увидеть свои внутренние процессы без оценки. Когда ты медитируешь регулярно, ты начинаешь замечать, как появляются негативные мысли и чувства перед тем, как они превращаются в действия. Например, в процессе медитации ты можешь заметить, что у тебя появляется мысль о том, чтобы обидеть кого-то за прошлое. Ты не осуждаешь эту мысль, ты просто наблюдаешь ее, и она постепенно исчезает. Это помогает тебе не создавать новые негативные кармические следы. Еще одна важная практика – это практика благодарности. Благодарность помогает тебе переключиться с фокуса на то, что у тебя нет, на то, что у тебя есть. Когда ты благодарен за маленькие вещи, за солнечный день, за теплый чай, за поддержку друга, ты создаешь положительные самскьяры, которые слабеют негативную карму. Благодарность не является просто эмоцией, это акт осознанности, который изменяет твой внутренний мир и, как следствие, твою внешнюю жизнь. Нужно также помнить, карма не работает мгновенно. Она как семя. Ты садишь семя яблока, и оно растет в дерево только через несколько лет. Точно так же твои осознанные действия не дадут мгновенных результатов, но через время они начнут раскрываться, и ты заметишь, что твоя жизнь постепенно меняется. Ты будешь меньше сталкиваться с негативными ситуациями, потому что ты перестал создавать негативные кармические следы. Иногда люди думают: я уже сделал слишком много плохих дел, моя карма не поддается исправлению. Но это не так. Во всех восточных учениях говорится, что даже самый глубокий негативный кармический след может быть преобразован через искреннее раскаяние и постоянную практику осознанности. Например, в буддизме есть история об Ангулимале, бандита, который убил сотни людей, но потом стал учеником Будды и достиг просветления. Его история доказывает, ничто не является неизменным, если человек готов измениться.
Наконец, важно понимать, изменение кармы – это не процесс избегания ответственности за свои действия, это процесс принятия ответственности за свое внутреннее состояние и за то, как ты взаимодействуешь с миром. Карма не есть судьба, которую нельзя изменить, это инструмент, который помогает тебе расти и становиться лучше. В итоге, чтобы изменить свою карму, не нужно искать какую-то магическую формулу или обращаться к кому-то за помощью. Все необходимые инструменты находятся внутри тебя: осознанность, сострадание, искреннее раскаяние, отказ от привязанности к результатам своих действий. Ты можешь начать с самых маленьких шагов. Сегодня, когда ты столкнешься с раздражением, приостанавливай реакцию на несколько секунд. Когда ты увидишь человека в нужде, помоги ему без ожидания награды. Когда ты вспомнишь о прошлом неправильном действии, извинись искренне. Эти маленькие шаги постепенно сломают круг негативных повторений и направят твою карму в более светлое русло.